Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала «Семья Бровченко». Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у них во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а если вы поделитесь этим обзором со своими друзьями, я буду вам, конечно же, очень благодарна. И активнее жмите на лайки. Говорят, что лайки продвигают видео. Ну, а Бровченко готовится к Новому году. Купили они в магазине дождик. Купили они уже практически остатки, потому как все люди давным-давно все уже раскупили. А так как Бровченко пришли в самый последний момент, то да, они, конечно, вскочили в последний вагон уходящего поезда, но тем не менее это был последний вагон. То есть остатки уже какие-то. Какой-то такой вот очень непривлекательный дождик, но зато длинный, целых 7 метров. Какой-то он такой... Новый, понятное дело, но выглядит не очень хорошо, как будто бы уже ободранный какой-то. И вот этим дождиком украшает Боря окно, я так понимаю, на кухне. И развешивает это все дело вроде как красиво, да, с одной стороны. А с другой стороны, если подумать о том, какой бардак у Бровченко в доме, в квартире, то там, конечно, только этого дождика и не хватало. Елочку маленькую, наконец-то, украсили. А то никак у них не было елочки. Но теперь маленькая такая вот настольная елочка у них есть украшенная, и то хорошо. Ну, а Таня решила приготовить оливье. Готовит Таня оливье, как справедливо абсолютно заметили участники моего телеграм-чата, по рецепту, да. То есть перед ней лежит книга с рецептами, и она готовит этот салат оливье по рецепту. То есть Таня к своим годам не имеет ни малейшего представления, какие ингредиенты входят в этот самый салат. Я вообще не знаю, как это возможно. Вот у меня в голове не укладывается. И это та Таня, которая говорит, мы детей кормим хорошо. У нас очень разнообразное меню, ну и так далее и тому подобное. Да, правда, мы никогда не видели, как дети едят вкусную здоровую пищу. Да, в принципе, мы не видели давненько уже, как дети едят. А чего нет, подумала я. Таня, покажи, как ты кормишь детей. Это будет, ого-го, какой контент. Всем будет интересно посмотреть. Кормить детей надо. Не только получать какие-то плюшки от государства за детей. Не только льготы какие-то получать. А еще, простите, надо и кормить детей, и заботиться о них, и ухаживать за ними. Это все надо. Это ваши прямые родительские обязанности. Но видите, почему-то Бровченко так не считают, и они... только плюшки получают от государства, а за детьми они абсолютно не смотрят. И особо их не кормят. Почему? Потому как рядом находится Максим, тут же на табуреточке вроде как он стоит, и пытается по одной горошинке выловить из той емкости, где будет салат находиться. Зеленый горошек ест. Ну, а Таня замечает, Максим, ты объедаешь нас, ты ешь горошек. Представляете? Объедает Максим. Я понимаю, что, возможно, Таня это хотела в шутку сказать, но у нее не получилось в шутку. В каждой шутке есть доля шутки, да? И вот, да, Максим объедает. Но тут же Таня сказала, Боря, открой банку целую горошка. Пусть дети едят. Ну, я не думала, что детям нравится горошек. Таня, ты вообще не имеешь представления, что нравится твоим детям. Ну, вообще ни малейшего представления ты не имеешь. Потому как ты их не кормишь. Ты не предоставляешь детям право выбора. И не предоставляешь детям право определиться с тем, что им нравится, а что нет. Ну, кстати говоря, Боря даже не подумал открыть банку горошка. Нет, это все осталось так, на словах. Предложил Боря бутерброд с колбасой Максимке. Но Таня сказала, не-не, нечего, мол, ему есть бутерброд, пусть зелень ест. Мол, зелень полезно есть. Думаю, да, замечательно. Это мать 6 детей. Так рассуждает. Вы представляете? Вообще слова у меня закончились, когда я это услышала. Цензурные слова. Ну, а так как я не позволяю себе опускаться до нецензурных слов, я лучше промолчу о том, какую именно реакцию у меня вызвала вот эта вот фраза Тани относительно того, что вот дети должны есть зелень. И сразу я почему-то вспомнила про ту самую закатанную лебеду. Там несколько банок лебеды закатанной. Неужели Таня решила, что дети именно вот эту зелень должны есть? Потому как действительно она банку горошка не открыла еще одну. Не дала Максиму. И вообще очень удивительно, что Таня сейчас вот только узнала о том, что нравится Максиму. Но опять же, это к вопросу о том, что Бровченко не предоставляют
своим детям даже шанса понять, что им нравится, а что нет. Они их в принципе не кормят. Как те дети выживают? Для меня до сих пор загадка. Таня хочет сделать майонез. Я так понимаю, у нее будет майонез домашнего приготовления. Ну, потому как, насколько я понимаю, в магазин они уже не успевают. Все в самый последний момент они делают. Ну, это Бровченко. Вот запрыгивают в последний вагон уходящего поезда. И жаль, что Таня нам не показала процесс приготовления майонеза. Я знаю, что он у более-менее опытных хозяек не с первого раза получается, потому как там, ну, зависит от многих факторов, и от температуры яйца, и от свежести масла, и от прочих каких-то факторов таких вот, да. И от температуры самого масла, кстати говоря, тоже очень многое зависит. Но, видите как, Таня нам этого не показала. А жаль, вот я посмотрела на то, как у нее получился бы этот майонез с первого раза. И как бы Таня хвасталась бы потом, говорила, вот посмотрите, какая я все-таки замечательная хозяйка, какой я все-таки классный кулинар. Видите, все у меня получается, все я умею, все я могу. Угу. Только вот детей своих она почему-то не кормит. Курочку запекает Таня. Да, не просто курочку, а курочку в яблоках, да. Ой, сначала она ее маринует, эту курицу, потом режет яблоки на четвертинки, чистит от семян те самые четвертинки и закладывает в эту самую курочку. А потом всю курочку в рукав. Понятное дело, что даже этот момент на кухне не обходится без присутствия Бори. Боря держит рукав, Таня туда эту курицу засовывает. В общем, очень они боятся, что взорвется все это дело. В духовке уж не знаю, с чего вдруг такие страхи у них. Вот, и решили они проколоть этот самый пакет, разрезать его, ну, почему-то сбоку. Да, и правильно вы мне написали в телеграм-чате. Абсолютно верно. Почему сбоку решили проколоть? Чтобы все вылилось? Весь сок вылился бы, чтобы? Я не знаю. Странное решение. Почему не наверху это сделать, а? Нет, Боря открыл дверцу духовки и так вот сбоку сделал дырочку одну, потом другую. Таня говорит, мы договаривались на одну дырочку. Ой, Таня, лучше бы ты молчала. И, кстати говоря, Таня и Боря с утра, 31 декабря, успели уже побывать в конфликте, да. Таня так и сказала, мы с Борей конфликтанули. Как-то так, конфликтанули. Это же надо было такое слово придумать. Но потом помирились, вот, вышли из конфликта. Думаю, ну, слава богу, хорошо, что Бровченко сказали, поздравьте нас с этим. Но, несмотря на то, что Бровченко нам этого не сказали, я, да, их поздравляю. Ведь ни один влог Бровченко не может обойтись без того, чтобы мы или с чем-нибудь их не поздравили, или просто за них не порадовались. А так, да, поздравляю Бровченко. Хоть они и не просили. А из-за чего они вошли в конфликт? Из-за карбюратора. Что-то произошло с этим карбюратором, Боря взял его, занес в квартиру. И такой токсичный запах Таня почувствовала от этого карбюратора, что прям вот ей стало плохо. Ее и так тошнит, понимаете ли, последние 3 месяца. Особенно активно Таню тошнит. А вообще, в принципе, ее тошнит несколько лет уже подряд, оказывается. Думаю, о, так это, наверное, к тем 17 болезням. Помнится, у нее было 17 основных болезней, и еще была одна дополнительная, ну, я сама определила, что у них, скорее всего, педикулез был, а потом они, правда, излечились. Ну, а теперь вот еще и тошнота такая вот. Но я так думаю, это дополнительная болезнь к тем основным 17. То есть 17 плюс 1. К Бровченко придут гости. И Тимофей... Умница все-таки, я считаю, мальчик. Действительно, у него есть какой-то дар кулинарный. Но, опять же, этот дар развивать не в семье Бровченко. Помнится мне, Таня прям такой вот скандал была готова устроить из-за того, что он чуть больше яиц потратил, чем Таня предполагала бы на какое-то блюдо. А здесь я не знаю, сколько он яиц потратил и как Таня вообще этот момент пережила. В общем, он небольшой тортик приготовил в виде елочки. Интересный тортик. И действительно, похоже очень на елочку. Небольшой, абсолютно небольшой, на тарелке умещается, но даже вот снегом присыпал, это, понимаю, сахарной пудрой. Очень симпатично смотрелся этот мини-тортик. И Таня сподобилась и похвалила ребенка. Представляете? То ли еще будет, подумала я.
И вот вы знаете, возвращаясь снова к той курице несчастной, которая мариновалась Таней, ее надо было еще и полить лимонным соком. А Таня говорит, что она никогда не пользовалась такими рецептами, где нужно лимон выдавливать. Я думаю, Таня, ты никогда в принципе никакими рецептами не пользовалась. Если ты даже вон оливье по книге готовишь. Ты не знаешь наизусть рецепт оливье. Ну куда это годится? И, кстати говоря, абсолютно верно заметили зрители, которые пришли в мой телеграм-канал. Они сказали, что очень мало там колбасы в том оливье. Действительно, крайне мало. Я не знаю, на что Таня рассчитывает. Наверное, надеется на то, что придут гости со своей едой и принесут и оливье, и селедку под шубой, и, может быть, даже рыбу запеченную, да, возможно, еще и курочку какую-нибудь жареную принесут, и пюре, и так далее. То есть Таня, я так думаю, рассчитывает на то, что гости накроют стол. А она что? Она вот как принимающая сторона. Она им предоставляет помещение. Наверное, именно так Таня и думает. Боря маленький чистит яйца, Боря большой картошку чистит вареную. Тимофей торт вроде как приготовил, ну а Таня оливье готовит. В общем, все в пределе. А остальные дети где? Просто интересно. Но чуть позже выяснится, что старшие дети, они по ночевкам разошлись. Паша и Аня на ночевках, а Тимофей вот сейчас вот тортик, я так понимаю, оставит и уйдет тоже на ночевку. Очень хорошо Таня устроилась. Куда дети пошли? Кому дети пошли? На самом ли деле они пошли на ночевку? Не будут ли они ходить по городу? Не пойдут ли они на массовое мероприятие куда-нибудь в центр города? Ну, не поедут, да, понятное дело. Я так понимаю, центр города от них все-таки далековат. И так далее. Таню это вообще не заботит. Не замерзнут ли дети? Не, что вы. Это вообще Таню не волнует. Я не уверена, что Таня позвонит хотя бы детям через час, через два после того, как они ушли на ночевку или там уехали на ночевку. Хорошо ли у них все, нормально ли они добрались, не замерзли ли они, ну и так далее. Не, я думаю, это вообще не практикуется в семье Бровченко. Ну а дальше пришли гости, нам их не показали. Я так полагаю, что стол с скатертью хотя бы не накрыли. И почему-то я думаю, что не было нормальной посуды на столе. Хотя Таня говорила о том, какая классная посуда у них есть. Помните, она прям целовала тарелки. Был у нее даже обряд целования тарелок. И такие тарелки, и такие, и прозрачные, и какие-то темные, и круглые, и квадратные, какие хочешь. И я не уверена, что хотя бы один набор тарелок был на столе. Вот, ну, единственное, что нам Таня сообщила, что пиццу сейчас вот умяли. Я так понимаю, без детей уминали эту самую пиццу. Только Таня, Боря, ну и гости. А потом, говорит Таня, тортик с детьми будем есть. Ага, все-таки пицца без детей была съедена. Умята, так сказать. Когда стемнело, Таня, Боря старший и дети, кроме Паши и Ани. По-моему, там уже и Тимофея не было. Боюсь ошибиться, но вроде как и Тимофея там тоже не было. Вышли во двор своего дома и стали зажигать бенгальские огни. Вот, и Таня говорит, вот на что можно долго смотреть? Боря говорит, можно смотреть долго на то, как течет вода, как горит огонь и как работает другой человек. Ну да, действительно. Идеальный объект для наблюдения – это пожар. По мнению Бори, видимо. Но Боря этого не сказал. Это я уже от себя добавила про идеальный объект для наблюдения. И вот вышли они на улицу, подожгли эти бенгальские огни. Несколько было этих самых бенгальских огней разноцветных. Там, по-моему, 2 или 3 огня было разноцветных, остальные были обыкновенные. И вот разноцветные почему-то Тане все достались. И красные, и синие, и желтые. В общем, да, Тане. А обыкновенные, ну, детям раздала Боря старше, ну, как-то так. Ну, естественно, девочка-солнышко. Все лучшее девочке-солнышку должно достаться. И что мы видим дальше? А дальше вся эта дружная семья, так называемая дружная семья, зашла снова в подъезд. Пришли они все домой. Таня говорит, вот уже 22 часа. Думаю, что, все, Новый год уже наступил? Таня в очередной раз перенесла Новый год. Но не так, как всегда она переносит все праздники
на какой-то срок попозже, да, на потом. Нет, в этот раз Новый год отметили пораньше. Прям вот Таня меня удивила. Прям вот я не ожидала от нее такой прыти. Что случилось с Таней, прям не знаю. Я вот, честно слово, она Пасху переносила, она Рождество переносила. Но, да, действительно, туда вот, подальше, да, переносила. Через неделю они отмечали, через 2 недели эти все праздники. А тут ты смотри-ка, какая прыть. На 2 часа раньше отметили. А как же бой курантов, как же речь президента, где это все? Почему бы уже не досидеть, действительно, вот эти вот 2 часа, и под бой курантов не выпить шампанского, ну вот как это делают все. Но, видимо, Бровченко не все. Они особенные. Говорит, сейчас детей уложу спать, сами мы тоже с Борей ляжем спать, будем фильмы какие-то там смотреть. Ну и, в принципе, так вот они Новый год и отметят. Ну, если это, конечно, можно в полной мере назвать отмечанием, так сказать, Нового года. Какие подарки они подарили детям? Таня сказала, что уже она выпустила ролик. Почему-то я не помню этого ролика. Но, как мне кажется, Таня напутала снова даты выхода роликов своих, влогов своих, и у нее беда с хронологией извечная. Я так думаю, что завтра, послезавтра нас Таня порадует влогом, где она будет показывать те подарки, которые они подарили своим детям. А пока она так вскользь показала коробку с подарками, и были всякие подарки побольше размером и поменьше, и на подарках было написано детским почерком «Саше от Паши», к примеру. Да? То есть дети дарили подарки друг другу. Но никак не Бровченко родители дарили подарки своим детям. Наоборот, Таня сказала, что они ждут еще подарков от детей, представляете? Причем Таня как-то говорила раньше, что в принципе она была бы рада, конечно, и рисуночку какому-нибудь, да, от детей помладше, но от детей постарше Бровченко родители уже ждут более-менее толковый подарок. Представляете? В общем, у меня в очередной раз все цензурные слова закончились. Ну и на этом я буду заканчивать свой обзор. Все, кому он понравился, ставьте лайки. Кому не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.